Жила-была девушка по имени Алина. Она была хороша собой. Ее длинные волосы светились на солнце, а глаза, как две яркие звезды, переливались в лучах. Но, несмотря на свою красоту, Алина испытывала много трудностей. Она была умна и добра, однако каждый день ей приходилось сражаться с тяжелым бременем — жизни в бедности. Мать Алины ушла из жизни, когда девочка была еще совсем маленькой. Ее отец вскоре вторично женился на женщине, которая, как потом оказалась строгой и сварливой. Новая жена отца не только проявляла жестокость, но и имела жадное сердце. Ее поступки и слова, как острые иглы, ранили Алину, которая старалась держаться стойко. Мачеха часто придиралась к ней, не оставляя на нее хороших слов. Она считала, что Алина слишком хороша для своей бедной жизни, но при этом была уверена, что будущую судьбу дочери хотел бы контролировать. Сводная сестра Алины, Варвара, оказалась настоящим эгоистом. Она росла в условиях, когда полностью отсутствовали уважение и забота к другим людям. Варвара ни с кем не делилась и всегда хотела быть в центре внимания. В доме царил холод и недовольство, но, несмотря на отчаянную обстановку, Алина оставалась спокойной. Она посвящала много времени учебе, а также помогала отцу, работая на огороде. Однажды, когда солнце только начало понижаться, мачеха объявила Алине ужасное известие. Ее время для замужества пришло, и она должна выйти за местного нищего, сына бедного крестьянина. Алина, услышав это, почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Как вы можете это говорить?» — возмущалась она. «У меня нет никаких чувств к этому человеку». «Ты слишком много думаешь о себе», — ответила мачеха с презрением. «Время пришло, и тебе нужно выйти замуж. Ты должна принять это как норму. Этот молодой человек хороший, и в будущем он поможет тебе в жизни». Казалось, что у Алины не было выбора. Вопреки своему недоумению и страху, она с трудом согласилась, понимая, что дело уже решено. Приходилось покорно сносить судьбу, навязанную ей. День свадьбы пришел быстро, как воробей, летящий мимо. И вот она стояла перед алтарем, готовая сказать «да», в душе надеясь на лучшее. Сердце ее колотилось от волнения, когда она ждала жениха. Когда дверь распахнулась, Алина чуть не потеряла дар речи. Молодой человек, высокий и статный, с невообразимо привлекательными чертами лица, был одет в простую, но идеально подходящую одежду. Он шагал уверенно, словно выходил на свет после долгих лет в тени. Но больше всего ее поразила его фамилия — Карпов. «Карпов!» — прошептала она себе под нос. «Это же фамилия местного нефтяного магната. Неужели это он? Что здесь происходит?» На удивление Алины свадьба прошла быстро и без смущения, и он, едва ли произнесший несколько слов, аккуратно увел ее в другой зал. У них осталось только пара мгновений для раздумий, но она все еще была в полнейшем недоумении. И вот тут, когда они остались наедине, он заговорил. «Ты, наверное, удивлена?» — произнес он. Его голос звучал мягко, но в то же время уверенно. «Да, я действительно сын того самого Карпова, который управляет нефтяной империей. Но я не хотел, чтобы кто-то знал об этом, пока не буду уверен, что ты полюбишь меня за того, кто я есть, а не за то, что я имею». Алина, все еще находясь в шоке, смотрела на него, не веря своим ушам. Несмотря на то, что ее жизнь перевернулась с ног на голову, в ее сердце поселилась какая-то надежда. Она чуть не сказала ему, что ее заставили выйти замуж, но что-то в этом человеке, его уверенность и доброта, заставляло ее изменить решение. Он был не таким, как все другие, и ее чувства, рождаясь постепенно, становились настоящими. С каждым днем Алина все больше осознавала, как сильно она влюбляется в него. Ее сердце наполнялось теплом, когда она вспоминала, как он заботится о ней и уважает ее. Оказавшись в окружении роскоши и богатства, Алина поняла, что важны не деньги, а искренние отношения, доверие и любовь. Эти чувства были новыми для нее, но вскоре она осознала, что именно они придают жизни смысл. Но счастье, казалось, не заставляло ждать, когда все вдруг изменилось.
Мачеха, узнав правду о происхождении Карпова, пришла в ярость, рассвирепев, как грозовая туча. Она не могла поверить, что ее маленькая механическая жизнь из-за любви дочери, которую она так старалась контролировать, начала рушиться. Сверкнув глазами, она решила, что не может этого так оставить. «Ты не можешь выйти замуж за этого человека!» — закричала она на Алину, как будто оспаривала реальность. «Ты не той, за кого можешь выйти замуж! Он недостоин тебя!» Алина почувствовала, как мир под ногами начинает шататься. Она встала и произнесла решительно: «Я выбрала его, и ничто не может изменить мое решение. Моя жизнь принадлежит мне». Этот момент стал переломным. Уверенность Алины стала ее силой, с которой мачехе предстояло столкнуться. Несмотря на всю ненависть и презрение, которые она испытывала к сводной сестре, враги были не только снаружи. Теперь и Карпов оказался в поле зрения недоброжелателей. Алина и Карпов, поддавшись волнительной искре своей вновь обретенной любви, решили, что им нужно уехать подальше от недовольных взглядов и обвинений. Они вместе начали составлять планы, мечтая о новой жизни на другом месте, где никто не сможет разрушить их счастье. Они продумывали маршруты, искали новые поездки и места, чтобы отдохнуть от конфликтов и стресса. И вот, вскоре они решили, что им нужно отправиться в путешествие, чтобы открыть для себя новые горизонты. В их сердце бурлило счастье и тревога, как одна дробь в танце. По дороге они встретили множество интересных людей и испытали множество эмоций, которые никогда не испытывали раньше. Они шли по длинным дорогам, через красочные леса и живописные поля, узнали, сколько счастья может скрываться за каждым поворотом судьбы. Проехав спустя несколько дней, они, наконец, достигли деревушки у тихого озера, где жизнь текла размеренно и спокойно. Столкнувшись с бесконечными забавами, они поняли, как на самом деле приятно просто быть рядом друг с другом, не беспокоясь о материальных заботах и предрассудках. Это место стало их маленьким раем, где время остановилось, словно они были в волшебной сказке. Каждый день они проводили вместе, открывая друг для друга свои мечты, желания и страхи. В этой идиллии Алина почувствовала, что ее любовь к Карпову растет с каждым днем, как цветы, распускающиеся весной. Он стал для нее не только супругом, но и другом, с которым можно говорить о любом. Скоро они начали обсуждать планы о создании собственного дела, маленького кафе на берегу озера, где могли бы обслуживать местных жителей и туристов. Они решили использовать кулинарные навыки Алины и мастерство Карпова. Вместе они работали над созданием уникального меню, пытаясь соединить простоту крестьянской пищи с утонченностью ресторанной. Команда их идеи приняла форму, с каждым новым блюдом становились все более уверенными. Алина и Карпов были полны энтузиазма и готовы вложить в коллективные усилия свои мечты. Друзья и соседи, привлеченные их искренним трудом и самоотдачей, начали помогать им со строительством и поддержкой. С их успехом постепенно начинали приходить идеи о том, как превратить кафе на берегу в место дружбы, заботы и радости. Постепенно открывалось больше возможностей, и вскоре они стали мастерами своего дела в этой маленькой деревне. Алина и Карпов загорелись идеей о создании уютного места, где каждый мог бы чувствовать себя как дома, где можно встречаться с друзьями и расслабляться за вкусной едой. Несколько месяцев спустя на открытие нового кафе пришли жители всей округи. Все были в восторге от дружеской атмосферы и уюта, царившего в этом месте. Алина и Карпов чувствовали, что их усилия не прошли даром, и это было то тепло, которое они искали всю жизнь. Теперь они были не только счастливы, но еще и стали частью сообщества, помогая другим встречаться, дружить и обмениваться идеями. Это был их вклад в мир, доставляющий радость, и они гордились этим. Мачеха же оставалась в своем холодном доме, охваченная гневом и завистью. Она не могла поверить, что ее план разрушения счастья Алины не удался. Видя успех своих сводных дочерей, она понимала, что ее попытки контролировать жизнь других превратились в пшик. Алина, ставшая уверенной, независимой и счастливой, поняла, что выбор — это единственный способ обеспечить настоящее счастье. Она вспомнила,
что даже в самые трудные времена любовь и доверие могут вывести на новый уровень. С Карповым они создали не только кафе, но и отношения, которые нужно было защищать и развивать. В конце концов, жизнь сложилась так, как они мечтали. Слава о их кафе разошлась далеко за пределы деревни, привлекая посетителей со всех концов. А к ним стали приезжать гости отдохнуть на природе.